Ребят, всем привет! Сегодня у нас Петр из Регион Логистик. У нас будет подкаст на тематику «Как взять машину из-за рубежа». Мы ответим на очень интересные вопросы, которые для вас будут очень важны. Поэтому смотрите видео до конца, внимательно. И если у вас останутся какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Но мы начинаем. Скажи мне, как проходит путь машины до клиента. Вот смотри, я, допустим, как клиент заказываю машину. Вот у меня там есть 2 миллиона, я хочу такую тачку там из Японии, либо... Нет, давай, это Китай, да? Вот за 2 миллиона. Без разницы. На самом деле, в принципе, суть везде одинаковая. Мы заключаем договор. После этого подбираем вариант в любой стране, где находится. Единственная разница в специфике проверки автомобилей. Где-то это аукционные листы, где-то инспекция, где-то свои люди у нас едут, проверяют этот автомобиль. Когда мы убедились, что машина хорошая, мы, соответственно, либо делаем на него ставку, если это аукционы, либо выкупаем его в стране. После этого мы выставляем инвойс человеку, он идет, соответственно, оплачивает машину напрямую в банк, и она направляется уже либо в порт отправки, либо на стоянку, где формируется отправка в Россию. Все. Машина заходит в Россию на таможню, на склад СВК, склад временного хранения. Там она таможится. Мы во всем помогаем клиенту и, соответственно, везде фото-видеоотчет. Забрали с таможни, тоже фото-видеоотчет. Отправили в лабораторию, получили российские ПТС, соответственно, с сертификатами безопасности и прямиком к клиенту домой. Все. Без проблем. Мы работаем по всей стране, и я могу логистику простроить куда угодно. В любой город, в принципе, без проблем. Забегая вперед, там, то, что документы для ГАИ будут у нас на человека, вот в каком моменте машина встает, допустим, вот если я заказываю на мое имя. С самого начала, как только мы оплачиваем машину в стране, где она находится, уже важно самостоятельно оплатить через банк ее именно со своего счета или же со своей карты или счета. Инвойс, когда я плачу. Да, все правильно. Вы платите со своего инвойса, соответственно, потому что, когда машина будет проходить таможню, из-за новых введений, нового утильсбора, это все фиксируется. То есть, таможню вы тоже должны платить со своего счета, и, соответственно, после этого машина, получая ПТС, уже зарегистрирована на вас. И, соответственно, когда вы едете в ГАИ, переживать нету смысла, потому что машина получила, первое, это сертификаты безопасности в лаборатории о том, что транспортное средство полностью соответствует российским стандартам. И второе, это электронный ПТС транспортного средства. Она уже у вас есть. Вы фактически просто в ГАИ получаете номера и все. Угу. Так, а вот еще такой момент. Да. Я когда инвойс оплачиваю, он должен быть именно оплачен с банка на мое имя? Либо, допустим, может оплатить там жена, друг? Нет, именно на ваше имя, да. Сейчас наш партнер банк ВТБ, вы платите через ВТБ, если мы говорим за Китай. Где какие нюансы, я объясняю в зависимости от логистики непосредственно человеку. Либо мой менеджер также объясняет детально, подробно. И сначала до самого получения автомобиля все происходит под контролем менеджера, который ведет сделку. У меня для вас хорошая новость. Мы хотим разыграть 5000 рублей для наших зрителей. Для того, чтобы поучаствовать, смотрите, кодовое слово, оно будет спрятано в подкасте. После этого подпишитесь на наш канал. Все условия будут в описании под видео. А также скидку 30 тысяч рублей на услуги компании Регион Логистик. Для того, чтобы ее получить, позвоните нашим менеджерам, скажите им кодовое слово подкаст 30 и получите шикарную скидку. Продолжаем смотреть подкаст и не забываем про кодовое слово. Ты рассказал сейчас эту систему, да? Вот, соответственно, там человек примерно понял, что ему делать. Вот что будет, если он, допустим, привезет сам, либо привезет через компанию? Теоретически такая возможность привезти самостоятельно есть. Выйти на поставщиков, выйти на таможню, на брокеров, да, никто не говорит сейчас 21 век, что это невозможно. Это возможно, но подумайте, сколько трудностей, сколько рисков. Вам нужно будет довериться каким-то людям, опираясь на отзывы в интернете и все остальное прочее, да, потому что это будет иностранная компания. Сделать переводы без толковых договоров, потому что вы, как физик, не имея компании, вы должны будете фактически поверить честному слову. И по факту экономия. Вы сэкономите не так много денег, но рискуя по факту миллионами, потому что автомобили из-за границы, начинается все равно бюджет от 1,5 миллиона, если средний класс берем, да, и выше, в основном, это средний чек, это от 2 до 5 миллионов. Готовы, если вы к этому?
рисковать такими суммами, не спать ночами, нервничать, пожалуйста, вы теоретически можете перелопатить тонну информации. Сейчас снимается куча разных, начиная от подкастов, заканчивая видеороликами, как это делается. Блогеры едут в разные страны, показывают, как это просто. Попробуйте, и вы узнаете, что гораздо проще заплатить небольшие деньги, спать спокойно, с уверенностью, что кто-то за вас выполняет работу, профессионал, между прочим, и контролирует, пока вы отдыхаете или занимаетесь своими делами, ваш автомобиль на пути, грубо говоря, к вам с другой стороны. Ну, и по экономии выходит, что чем дешевле машина, тем меньше вы экономите. Смотрите, так как мы постоянно ищем новые логистические решения, мы знаем, где, например, могут быть пробки по сезону на таможне. Мы знаем, какими компаниями возить выгодно, какая логистика выгоднее. Ведь только из Китая есть 3 дороги. Можно привезти по железной дороге, можно привезти через Уссурийск, можно привезти через Харгос, через Киргизию. Соответственно, мы все постоянно мониторим, как быстрее, как лучше, как выгоднее. И, соответственно, вот эта ваша выгода, которую вы получите, доставляя автомобиль самостоятельно, она просто потеряется на знаниях и информации, которой мы владеем и отслеживаем постоянно. Какие автомобили чаще заказывают? Типа японские, корейские, либо европейские? Что сейчас самое популярное? На самом деле заказывают абсолютно разные автомобили, но чаще всего, конечно, европейцев из Китая и Кореи. Но если взять, например, мы работаем, в принципе, с любой логистикой, да. Если берем, например, Японию, оттуда чаще всего заказывают это либо средний класс минивенчики, Honda Step Wagon, Honda Freed, проходные, непроходные, все заказывают. Это надежные японские минивены, которые никогда не подведут. Если взять Корею, оттуда часто заказывают дизеля в основном. Дизельные, Мерседесы, BMW, корейцев также, естественно. Если брать Китай, оттуда постоянно заказывают маломоторных бензиновых либо японцев, либо, соответственно, европейцев. Тоже Мерседесы, BMW, Хонды, Тойоты идут огромным потоком в Россию. Также заказывают китайцев Лисянги, Зикры. Их в основном заказывают новые. На пробежных китайцев спрос минимален, если брать из Китая. Почему именно новые? Там разница небольшая или что? Получается, что потребители, люди доверяют в основном, если Китаю, то новым автомобилям. Пробежным доверия нету, не хотят связываться. Так, и давай выгодно очень. Объясним зрителям. Я-то знаю, кто нас смотрит, кто вообще первый раз это смотрит, тематику. Термин проходная, непроходная сразу объясним. Без проблем. В России это таможня. В Россию есть несколько способов доставки автомобилей. Растаможки, вернее, если быть правильным. Первое – это новые автомобили. На них таможня 48%. Либо, если, например, электромобили по киловаттам, она чуть-чуть отличается. Но если максимально упростить, 48%. Если мы говорим за автомобили 3-5 лет, льготная таможня, то самые выгодные однозначно условия доставки автомобиля в Россию. Если автомобиль объемом до 3 литров. Свыше 3 литров в любом случае идет коммерческий утильсбор, но таможня более-менее лояльная. Если мы говорим на автомобиле старше 5 лет, соответственно, там самая высокая таможня, свыше 3 литров коммерческий утиль, невыгодно в основном эти автомобили вести, но есть ряд вариантов, когда если на маломоторные, особенно бензиновые автомобили старше 5 лет, все равно в сравнении с российским рынком выгодно завести и, соответственно, ездить на них с удовольствием по территории России. И качество автомобиля лучше, и все равно он ниже рынка получается даже при высокой таможне. Еще как раз пробег в основном обычно ниже в 2 раза. Смотря, если мы берем японский рынок, то там огромное количество автомобилей 15, 16, 13 года с минимальным пробегом в отличнейшем состоянии, на которых действительно можно ездить с удовольствием. Я просто хочу растолковать именно в чем выгода, потому что был такой вопрос у нас на Ютубе. Просто говорят выгода, а в чем выгода, додумай сам. Давай прям состояние автомобиля однозначно, отношение к технике другое. Пробег однозначно можно найти намного меньше, чем в России. И если мы говорим непосредственно за Японию, то там пробеги не скручивают. Так как в Японии за это уголовное наказание, то есть, соответственно, да и это не надо никому на самом деле. Другое отношение техники, другой менталитет людей. Поэтому машины приезжают в хорошем состоянии.
Вот и все. Если Корею, большая часть автомобилей проходные. Если брать Китай тоже. В основном проходные машины. Проходные или новые. И комплектация, наверное, там она побогаче будет? Да, комплектации, если мы берем, например, японцев праворуких и леворуких, да, если сравнивать с Японией, однозначно Япония для себя делает автомобили лучше. Если берем Корею, вообще азиатские страны, Корея, Китай, азиаты не любят простые комплектации. У них все, что можно туда, чтобы было в автомобиле, все это будет. Они лучше выберут, что будет и не пользуемся, чем нету, могло бы быть. И обязательно красный салон. Это Китай. Красный салон, да. Китай любит красный салон. Теперь, наверное, такой немножко нестандартный вопрос. Что вот привозил такого как раз интересного из-за границы? Может, что-то необычное, там, какую-нибудь кракозябру? Самый вот буквально недавно привез погрузчика в разбор с Японии. Не возил спецтехнику. Для меня это было интересно довольно, так как он станционный. Там его надо было разобрать, привезти, здесь собрать, отправить клиенту. Но сделали все, получилось. Команда сильная, даже любую сильную. А вообще наши ребята привозили огромное количество интересных автомобилей. Феррари привозили, 8 трибьюта, по-моему, что ли. Потом, огромное количество гелендвагенов, кстати, из Японии очень выгодно заходят в Россию. Недавно совсем привезли, кстати, Mercedes 126 S-класс 89 года. Он, по-моему, 3700 что-то такое обошелся. Затаможили как раритет. То есть белый который такой, да? Да. То есть автомобили можно завозить раритетами в Россию. Вот. И большое количество на самом деле. В чем отличие, завести машину как раритет, либо как обычно, проходную, там, непроходную? В чем разница? Если мы говорим за раритеты, это автомобили старше 30 лет, легковые, которые можно ввезти на территорию России и растаможить через Москву, кстати, только как раритеты. То есть, соответственно, тоже получается ПТС, также проходит лабораторию, все прочее. Вот. Но на них нету коммерческого сбора, и, соответственно, автомобиль получает все так же ПТС российский. Все как нужно. А вот что должно быть, чтобы он попал именно в категорию раритет? Старше 30 лет. И все? Да. А состояние? Там не должно быть никаких переделок. Он должен быть в стандартном состоянии заводском, как должен быть. То есть, у него не должно быть переделок. Если тюнингованный автомобиль старше 30 лет, то он не пройдет лабораторию. К раритету есть какие-то ограничения по лошадям, по объему двигателя? Нету только коммерческого утильсбора. Также остальное все считается по сетке старше 5 лет, как автомобили. То есть, на самом деле, таможня будет повышенная. Тоже до 3 литров, да? Да, но тем не менее, ее можно растаможить и можно завести на территорию России. В любом случае, и получить документы. Бывает такое, что вроде как выбрали машину, все уже ее там, приобрели или, хотят уже взять, и она там на таможне застревает, потому что там какие-то документы проблемные. При покупке автомобиля документы все максимально на него проверяются. То есть, соответственно, делаются экспортные документы, и такой возможности, если автомобиль уже оформили, все сделали и отправили, то возможности, что он застрянет на таможне, нету. А вот, допустим, знаешь, нас же любят там все заплатить что-то там, чтобы договориться. Вот такое может быть, в Китае, что там что-то заплатили, она все-таки к нам как-то попала там силами, убеждениями, и тут уже застряла из-за того, что что-то нашим не нравится. Мы тщательно проверяем всех партнеров, прежде чем с ними начать работать. И когда мы заключаем договора и начинаем с первой машины, мы ввозим за свои деньги, соответственно, и проверяем логистику. И только после этого уже даем возможность нашим клиентам заказывать автомобили, везти в Россию. То есть, мы на непроверенные схемы у нас нет. Наша задача – это минимизировать риски, по факту. Мы этим и занимаемся постоянно. То есть, если автомобиль с какими-то ограничениями в документах или еще что-то с ним не так, то мы это выясним в той стране, где он находится. То есть, по сути, проще найти другой автомобиль? Да. В основном, очень часто сами дилеры отказываются от работы с нами, потому что они, например, понимают, что будет максимальная проверка автомобиля на его состояние техническое и также состояние документов, и отказываются просто работать с компанией, соответственно, мы ищем автомобили дальше, и все. Знакомых машина ехала из Америки в Россию на пароме,
и они, естественно, не взяли страховку. И, как думаешь, происходит так, что машина теряется. Вот. Какие здесь есть случаи решения? Первое, что лично слышу я, это обман непосредственно и ввождение в заблуждение клиента. Дело в том, что если мы понимаем, что могут возникнуть такие риски, то, соответственно, мы страхуем автомобили в утвердительном порядке. Ведь наша задача, чтобы сохранить репутацию, это максимально обезопасить клиента. И, соответственно, как так получилось, что машину не застраховали, и она пропала, очень удивительная ситуация, в которой, конечно, лучше всего клиентам разбираться с соответствующими органами, потому что я не думаю, что это какая-то чистая история, на самом деле, что где-то по дороге потеряли автомобиль, и никто за это не несет ответственности. Так не бывает. Смотри, тогда забегая вперед, мы там еще пообщаемся по поводу пунктиков, насчет мошенников. Я так понимаю, что вот как раз если машину, допустим, компания соглашается не страховать машину, это как раз и есть такой небольшой пунктик, что некачественная компания, скажем так. Это может быть так? Естественно. Сами подумайте, на самом деле, какой смысл. В любом случае, при возникновении каких-то проблем у клиента, кому он пойдет? В первую очередь, он сразу же пойдет разбираться в компании. Какой нормальной компании нужны эти проблемы? То есть, клиенты на самом деле максимально адекватные люди. То есть, все также хотят получить свой автомобиль. И страховки – это не такие колоссальные деньги, на которых нужно экономить. Тут нужно просто донести до клиента, что это необходимость, и включить ее в смету. И все. В принципе, если объяснить любому человеку абсолютно, что для того, чтобы минимизировать риски, мы рискуем большой суммой денег, какой в этом смысл? Давайте лучше... Экономишь небольшие деньги. Соответственно, немного. И зато автомобиль в случае чего можно либо восстановить, либо, грубо говоря, решить как-то этот вопрос. На безопасности экономить смысла нет. Дюрекс. Бывает так, что вот приходит клиент, и который говорит, вот хочу такую машину, вот такие параметры и так далее. И приходится его отговаривать от выбора этой машины, потому что там какие-то есть нюансы. Я понял. На самом деле, при заключении договора я обычно сам из своих менеджеров прошу максимально точно и максимально подробно описывать ту ситуацию, тот автомобиль и бюджет, который хочет клиент. И уже исходя из его потребностей, мы понимаем, либо мы можем сделать это и привести тот автомобиль, который он хочет, в тот бюджет, который он хочет, либо нужно ему предложить более какой-то подходящий вариант. Потому что люди, опираясь на российский рынок, не всегда понимают, что можно, что нельзя. Это, в принципе, нормальная практика, потому что человек не знает, какие виды растаможки, какие нововведения, например, по утильсборам или же каким-то еще дополнительным нюансам есть в российском законодательстве, и поэтому в первую очередь они говорят то, что они хотят. А тут мы уже принимаем решение и говорим им то, что мы можем. Либо можем то, что они действительно хотят, либо предлагаем какой-то альтернативный вариант, ничем не хуже того, который хотел клиент. Или же, например, по поводу автомобиля. Вот последний раз у меня ситуация была. Покупали минивэн для моего постоянного клиента, который купил он, и его друзья у меня уже купили довольно значимое количество автомобилей. Он обратился ко мне с просьбой ему купить минивэн белого цвета, определенной комплектации. В момент подбора я нашел... Только, главное, не черный. В момент подбора я нашел хороший автомобиль с минимальным пробегом черного цвета. Я ему предложил, и мы приняли решение, что стоит его взять. И купили черный. Клиент доволен. Я работу свою выполнил. Все хорошо. Ведь самое главное купить и привезти, доставить хороший автомобиль. Странно, почему в России не хотят черный автомобиль, если это самый популярный цвет? Непрактичный цвет. На самом деле. Поэтому, особенно на юга, он непрактичный. И если брать семейный минивэн, то в основном, конечно, люди любят больше купить машину, которая меньше надо забот, хлопот, чтобы она привезла из пункта А в пункт Б и доставила удовольствие. Допустим, если бы взял ты не черный, а типа белый, он что, был бы дороже или что?
Нет, просто не было подходящего варианта белого цвета. Был именно черный, хороший автомобиль, лучший по состоянию, по комплектации, по пробегу. Лучше, чем белый. И, соответственно, поэтому выбрали такой. Степ-вагон, кстати. Honda Step-вагон, японец тоже. Проще на разнице, типа, машину обклеить в белый цвет и не париться, да? Как он мне сказал, цвет ведра и тряпки. Он сказал, буду часто мыть и все. Ну, наверное, такой один из главных вопросов для тех, кто хочет заказать машину. Как проверить качество именно автомобиля, находясь в России, посмотреть его за границей? Довериться своему менеджеру, своей компании, компании, с которой вы работаете. Ваша задача как клиента, самое главное, подобрать надежную, хорошую компанию, хорошего менеджера. Вот. Потому что самостоятельно понять, там, вводят вас в заблуждение или нет, что нужно сделать. Да? Не все знают, что, например, в Китае нужно на все машины делать инспекции. Не все знают, что, например, в Корее нужно непосредственно ехать и осматривать автомобиль лично. В Европе тоже. Причем в Европе все осмотры платные. И несмотря на это, мы проверяли неоднократно дилеров, звонили с разных наших поставщиков, проверяли, звонили там через знакомых наших ребят в Европе, узнавали, нам дилеры давали одну информацию, по факту была другая. Здесь лучше всего вам именно найти профессионалов и довериться им. Тогда, вот если вы потратите чуть-чуть времени именно на первом, на старте, грубо говоря, подберете хорошую компанию, хорошо пообщаетесь с менеджером, поймете, что это действительно профессионал своего дела, немножко углубитесь в работу, съездите лично в офис, вообще отличный вариант, пообщаетесь с ребятами, то у вас проблем не будет однозначно никаких. Ну, вот как клиент, допустим, я как клиент, что буду я видеть? С самого начала фото-видеоотчеты, либо же аукционники, либо инспекция. Все это должно быть предоставлено вам до покупки автомобиля. Так, давай еще чуть-чуть разъясним аукционники. Как это, что это выглядит? Это в Японии аукционные листы, на которых перед аукционом, когда загоняется машина на площадку, полностью идет осмотр автомобиля, детальный. Причем в Японии ребята рискуют своей работой, если некачественно делают осмотры, грубо говоря. Вот. Если мы говорим Корею, то у нас, например, скажу за нас, да, у нас там целый отдел ребят, которые ездят по маршрутам, соответственно, они осматривают все автомобили досконально, полностью показывают какие-то нюансы. То есть, это фактически независимая экспертиза. Если Китай мы говорим, то мы заказываем независимую инспекцию на каждый автомобиль. То есть, мы не покупаем кота в мешке, так как там огромное количество утопленных автомобилей. И часто иногда даже находятся хорошие машины, которые мы не хотели бы упускать, но приходится от них отказываться, потому что по инспекции они не проходят, они либо потопленные, либо еще что-то с ними было. То есть, такие машины мы просто отказываемся и не покупаем, ищем клиенту дальше. Если мы не можем найти клиенту автомобиль, то, соответственно, мы также возвращаем предоплату и, скажем так, и остаемся в хороших дружеских отношениях, когда ему нужно, возвращаемся дальше, либо меняем логистику. В Европе, в Корее, ты сказал, осмотр платный, да? Да. А в Китае бесплатный? Они недорого стоят, в Китае бесплатно. Нет, в Китае платный, мы платим за осмотры, наша компания платит, они стоят довольно недорого, но там хорошая тщательная инспекция, и, соответственно, мы это делаем в первую очередь для своей безопасности, и для безопасности нашей репутации. Тогда выходит менеджер, отбирает человеку, клиенту автомобиль по фотографиям через сайт. Да. И там смотрим. Целый процесс. Он выбрал. Сколько машин может прям посмотреть видеообзоры до тех пор, пока... Тут в зависимости от логистики, откуда едет автомобиль. Если мы говорим за Китай или Корею, то в любом случае мы отправляем на осмотры те автомобили, которые, если на них нет нареканий, то мы должны забронировать и купить. То есть, мы все обговариваем перед покупкой с клиентом. Если мы говорим Японию, там нету, конечно же, видеоосмотров, но там есть аукционники. То есть, прежде чем сделать ставку, мы тоже с клиентом обсуждаем досконально. Если мы сделали ставку и ставка сработала, мы должны забрать автомобиль. Вот. Если в Европе, там чуть-чуть попроще, но там осмотры платные. От 200 евро стоит осмотр. И, соответственно, мы можем пересмотреть любое количество автомобилей, но за каждый осмотр нужно будет заплатить. И прежде чем предложить человеку
грубо говоря, эту логистику, мы, соответственно, с ним все детали досконально обсуждаем полностью. Так, и такой момент. Смотри, вот ты говоришь, сыграла ставка. Сработала ставка. Ставки работают, да. Мы работаем на японских аукционах. Вот, смотри, обзор на эту машину мы получаем до или после? Когда машина приходит в порт на ярд, соответственно, мы получаем фото-видеоотчет, в каком состоянии машина пришла с аукциона. Дело в том, что аукционы работают еще с далеких 80-х годов, если не раньше. И, соответственно, там все налажено максимально, на поток сделано, чтобы выявить состояние автомобиля и, соответственно, привезти. С Японии очень хорошо и выгодно приезжают еще премиальные автомобили, леворукие, между прочим. На них в основном в Японии ездят либо политики, либо какие-то звезды, либо бандиты там какие-то. И, соответственно, они предпочитают настоящее европейское качество. Это левый руль. То есть, если мы говорим Гелендвагены или же Мерседесы С-класса, свежие, они очень большое количество в Японии есть этих автомобилей. Вот эти автомобили мы однозначно заказываем. У нас есть партнеры также в Японии, которые можно за отдельную плату сделать обзор, посмотреть, что с машиной до ставки, до покупки. Но это чуть-чуть другие бюджеты. Это если мы говорим за автомобили дороже хотя бы 5-6 миллионов. Потому что в любом случае любой клиент должен понимать, что все эти осмотры, все эти расходы падают на плечи клиента в любом случае. Вот. Но так как мы профессионалы своего дела, мы, соответственно, минимизируем затраты. То есть, мы говорим, где это нужно, где есть смысл, где смысла в этом нет. Если мы говорим за бюджетный минивэн стоимостью 1,5-2-3 миллиона, то смысла в этих затратах однозначно нет. Так, а вот по качеству европейские машины отличаются, допустим, в Китае и в самой Европе? Да. В Китае гораздо лучше комплектации, богаче, чем в Европе. И даже на самом деле, вот недавно буквально я для покупки подбирал BMW электрические. Они в основном, если премиальные версии, они изготавливаются в Европе, но для китайского рынка отправляются в Китай. И даже кузова у них по размеру чуть-чуть отличаются. Они у них европейцы, они пониже чуть-чуть и пошире, грубо говоря, чем китайские версии, хотя одна и та же машина. По начинке, по электрике отличаются, то есть прошивки на них другие. Например, китайские машины плохо прошиваются, если мы говорим про сим-карты, то под российский рынок они плохо прошиваются. Если брать корейцев, например, прошиваются очень хорошо. Так, прошиваются в плане... Сейчас новые автомобили, они все практически имеют сим-карты, то есть, соответственно, их можно русифицировать, и это является прошивкой. Так как у нас официального представительства BMW нету, это все равно для потребителя очень важно, чтобы автомобиль был на русском языке. Уточняю, чтобы не путали, что прошивается именно, Stage 1, Stage 2, При желании можно все. Не, просто именно звучит, как будто они хуже прошиваются в плане скорости. Они хуже прошиваются в плане компьютера. Мультимедии. Да. Мультимедии на русский язык фактически. Да, вот представим, клиент пришел, договорился с менеджером, выбрали машину, он внес там, естественно, предоплату, вот уже готов оплачивать инвойс, и он передумал. Вот что-то у него там случилось, все, не хочет покупать машину. Какие действия? Если мы покупаем автомобиль, мы все максимально с клиентом обговариваем, что действительно ему автомобиль нравится, и он хочет его приобретать. Получаем от него подтверждение, то есть он пишет нам подтверждение с ВИН-кодом, что он хочет купить этот автомобиль. Если до бронирования автомобиля клиент отказался, то мы ему возвращаем деньги, он ничего не теряет. Если мы забронировали автомобиль, то, соответственно, клиент несет потери однозначно, потому что нужно будет этот автомобиль продать, либо же, если мы его не можем продать в стране, где он находится, то потерять залог, который за него был внесен. Если же автомобиль приехал уже на Россию, например, мы его проплатили, он приехал, и клиент отказывается, то, соответственно, здесь у нас уже идет коммерческий утильсбор. То есть, соответственно, у нас нету цели завладеть средствами клиента. Мы максимально, насколько сможем, минимизируем потери. Но, тем не менее, потери будут. Поэтому, перед тем, как давать свое согласие на бронь автомобиля, хорошенько подумайте. Потому что до брони можно отказаться от сделки, ничего не теряя. Так, думать надо на год вперед, да? Соответственно. Потому что через год можно просто продать автомобиль.
Либо так, да. Кстати, на самом деле, привозите автомобиль, вам доставляет компания. Вы на нем ездите год, или он у вас стоит без проблем. И через год вы без коммерческого утиля, без каких-либо потерь, однозначно с выгодой в свою сторону продаете его и покупаете тот автомобиль, который вас в дальнейшем интересует. Давай чуть-чуть разжуем аудитории. Да. Почему через год продается? Потому что не все понимают эти слова. Коммерческий утиль сбора. Вот. Сейчас у нас действует на 12 месяцев с момента растаможки автомобиля. Соответственно, вы не можете продавать его на территории России. Если прошло 12 месяцев, то вы, соответственно, можете его продать, и у вас не будет коммерческого утильсбора. Ну, соответственно, если его продают раньше, то там... Если раньше, то будет в зависимости от объема автомобиля, у вас будет коммерческий утильсбор. Ну, то у вас придет... Сколько там? По-разному, да? Там типа? По-разному, да. Ну, короче, на госуслугах у вас появится большой-большой минус. Долг. Долг. Хороший долг такой. И неприятный максимально. Ну, поэтому лучше этого не делать, но тем не менее, если у вас хороший менеджер, спешки нет, просто не торопитесь, взвесьте все свои силы, прикиньте, хотите, не хотите, обсудите с менеджером, даже если вы упустите хороший вариант, вы однозначно найдете следующий. Вот и все, максимально просто. Мы сейчас обсуждали Китай, Японию, Корею. Вот, допустим, если со Штатов типа везти автомобиль, который имеет 5 литров, соответственно, выходит, что уже больше 3. Вот, как его проще везти? Есть такой слух, что надо его везти как-то через Белоруссию. Да, есть такая возможность ввести в страны, с которыми у нас союз, грубо говоря, растаможить там, держать год машину там, опять же, и потом завести завести в Россию. Это по факту уход от коммерческого утильсбора на объемы свыше 3 литров. Там идет в районе, там на Мустанг будет в районе 2 миллионов, если я не ошибаюсь, сейчас точно не скажу. Вот. Но тут есть риски, вы должны на кого-то его растаможить в Беларуси, и на ком-то он должен провисеть год. Если у вас есть такое желание, скажем так, то да, это выгодней. Если же вы... Да, учет будет белорусский год. Да. Потом через год вы его завозите на территорию России, делаете таможенную чистку по СБТС, получаете, как раньше через Киргизию возили, подобная ситуация. Вот. Но если мы говорим о безопасности, то я, конечно, все-таки приверженец максимально просто стандартной таможни. Вот. Затаможили, привезли и ездите спокойно, зная, что это ваш автомобиль, и никакие законодательства не случатся. Потому что первый коммерческий утильсбор, если вы помните, ввели в ноябре, и предупредили они буквально за 2 недели. И, грубо говоря, огромное количество автомобилей в дороге в итоге подорожало там, на 300, некоторые на 600 тысяч рублей. Это было. И как будет дальше, когда у вас машина затаможена, непонятно. Но это выгоднее, да, есть такое. Так, совет тем, кто ведет Мустанг, берите 2.3. Совет, да, берите 2.3, проходной Мустанг. В России ездите с удовольствием. Какие есть риски, допустим, потерять деньги, и как защищен в данный момент клиент? Изначально заключается договор. Тут все зависит от компании, опять же. Вам нужно, соответственно, убедиться в адекватности вашего менеджера и в реальности компании. Если все хорошо, компания реально существующая, офис есть, ребята есть, да, там сейчас 21 век, везде в каком-то городе можно попросить друзей съездить, да, там в офис или созвониться по видеосвязи на крайний случай, попросить документы компании, там, менеджера, там, паспорт попросить, потому что вы же тоже будете ему предоставлять свои документы. Вот. И если компания хорошая, то риски на самом деле минимизированы в потере денег, потому что вы напрямую платите по инвойсам в страну, где находится автомобиль за него, да. Вы, соответственно, делаете переводы компании, везде чеки, везде все есть. На таможню вы тоже платите напрямую. То есть, соответственно, потерять деньги, минимум, на самом деле, вероятности. Сложнее, если вы гонитесь за колоссальной выгодой, если вы видите предложение намного ниже рынка, и вам, грубо говоря, говорят, что вот только сегодня, только сейчас, и непонятно, кому доверяете свои деньги, то тут, конечно, есть вероятность того, что вас просто обманут и завладеют вашими денежными средствами. Но
Это было всегда. По-разному. Просто тут в зависимости, если на вас менеджер старается надавить, что вот сейчас всегда машина, тогда, конечно, стоит задуматься. Если менеджер, вы говорите, я переживаю, мне надо еще подумать. Любой адекватный менеджер, даже если эта ситуация требует решения сейчас, скажет вам, конечно, вы вправе подумать, вы вправе принять решение. Если вы даже откажетесь от этой машины, он никуда не пропадет, никакого негатива от вас не будет, потому что это наша работа. Мы каждый день подбираем автомобили. Для меня без разницы. Не я их, по сути, я же их не для себя. Моя главная задача – выполнить качественную работу. Я могу порекомендовать, сказать клиенту, что это хороший вариант. И такие попадаются довольно редко. Подумайте, на самом деле, стоит поторопиться, да? Но если мне клиент говорит, я не хочу торопиться, я ему говорю, да не вопрос. Тогда как будете готовы, скажите, мы продолжим подбор. Вот и все. На самом деле, это максимально адекватная, правильная реакция на человека, который переживает. Ведь все люди переживают. Это деньги. Как ни крути, даются они довольно. Либо можно донести до клиента, что машину подберут, но просто будет чуть-чуть попроще, либо другая. Какие курьезные случаи были в твоей профессии? Да, на самом деле, за последние годы курьезных случаев было довольно много. Один из них, как-то клиента посадили в тюрьму, пока машина ехала. Клиент просто пропал со связи. Это было для меня удивительно. Но, тем не менее, потом вышли родственники. Мы, соответственно, под расписки, под все отдали автомобиль. Все. Также повышение курса. Один раз у меня машина, мы купили ее как раз в день начала объявления СВО. И, соответственно, курс подскочил, как вы помните, колоссально. Машина в дороге подорожала. Но, слава богу, придержали чуть в Японии. Потом она, растаможилась так, как нужно. Потом, какие еще курьезные? Как-то раз в Японии машину украли, я как-то рассказывал на одном из видео. Потом, там много, на самом деле, разных ситуаций. Люди нас первый раз смотрят, представьте. Поэтому можем сказать. В Японии украли машину из порта. И мы просто не знали, как клиенту рассказывать об этом. Но, тем не менее, купили другой автомобиль клиенту. Все остались довольны. И якудзы тоже машина осталась у них. Так как ее не нашли. Покупали же за свой счет? Вторую машину? Да. Так как украли ее в порту, купили за счет поставщиков. Это партнеры, по сути. По факту, да. Давай поговорим про сроки. Допустим, какие реальные сроки доставки автомобиля из пункта, из-за границы до России либо Москвы? Каждая логистика направления имеет свою специфику. И в зависимости от погодных условий, от времени года, сроки периодически меняются. Есть установленный определенный срок 1,5 месяца, грубо говоря, до клиента. Со страны, с Кореи, с Китая, основные наши направления, Япония. Машина приходит в течение месяца во Владивосток на базу перегруза, если мы говорим за логистику через Владивосток. Потом, соответственно, в зависимости из какого города клиент. Если мы говорим Москва, Питер или там Краснодарское направление, то это, соответственно, плюсом еще 3-3,5 недели. Плюс на любом из перегрузов машина может постоять какое-то время. На СВХ может она растаможиться дольше, чем нужно. Соответственно, сроки могут немножечко увеличиться, но везде есть адекватное объяснение и на каждом этапе фото-видеоотчет. То есть клиент в принципе знает, где его машина. Менеджеры, я требую от своих менеджеров, чтобы они были всегда на связи, всегда брали трубки и всегда объясняли клиенту, что с его машиной, где она и на каком этапе происходит сделка. Просто же бывают клиенты, которые воспринимают это как не по факту, а как отмазка какая-то, либо что их вводят за нос. Подтверждение же есть, фото-видеоотчет. Например, если в Китае забрали машину, когда она едет в Суньфунфэ, приехала, фото-видеоотчет машины. Когда она пришла в Уссурийск, растаможилась, там тоже фото-видеоотчет. Потом во Владивостоке фото-видеоотчет, на автовозе. Часто бывают наши партнеры с границы. Если автовоз задерживается или очередь, скидывают нам фото-видео, мы это предоставляем клиентам. Или же выкладываем в статусы, чтобы люди могли отслеживать и видеть свои автомобили в пути их следования. Бывали иногда, особенно когда были скачки курсов, что ломалась логистика, чуть-чуть сроки увеличивались, но тем не менее мы всегда были на связи, всегда были с клиентами, все объясняли, доводили. Это один из главных принципов нашей компании. Всегда давать информацию, где машина, что с ней. Так, человек дал предоплату, все, выбираете машину, но
Вот не можете найти его машину, а на другие он не соглашается. Какие действия? Прежде чем найти автомобиль, начать искать автомобиль клиенту, мы с ним максимально обговариваем, что непосредственно он хочет. После этого мы, во-первых, анализируем рынок. И мы понимаем, реально это найти или нет. Если мы понимаем, что это реально, мы берем с него предоплату и, соответственно, начинаем поиск. Если мы не нашли автомобиль, то мы возвращаем клиенту предоплату, либо же предлагаем альтернативные варианты, либо же предлагаем другую логистику. Все максимально прозрачно, все видно. То есть, тут такая работа, такая специфика профессии, что если редкий автомобиль, его, например, у меня была история такая, Mitsubishi Delica из Японии. У меня клиент, моряк бывший, хотел машину комплектации вертолета, то есть, у нее двери с двух сторон. У Делики 2000-х годов, она там чуть старше, именно бензиновую. То есть, очень редкая комплектация. Я искал ее по номеру кузова, месяц не было. Потом все-таки нашел и купил, и привез. Но я неоднократно предлагал клиенту расторгнуть сделку, потому что мы не расторгаем сделки утвердительно. Мы всегда даем возможность клиенту поискать, иметь возможность помониторить рынок вместе с нами и найти то, что ему нужно. Но если не получается, предлагаем. Я, например, предлагал, говорю, невозможно найти. Давайте либо трехдверную, получается, либо расторгаем договор. Но клиент настоятельно просил меня искать эту машину. Я нашел, купил, привез и сам немного был удивлен. Но, тем не менее, все получилось. Конечно, иногда, если что, надо просто ждать. Да, но и было огромное количество сделок, которые не получились по тем или иным причинам. И мы расторгли договор с клиентами, вернули предоплату, и, соответственно, все остались довольны. Либо были сделки, когда клиенты покупали машины и по тем или иным причинам потом отказывались, несли какие-то потери, мы там выставляли на аукцион автомобиль или же продавали, или еще что-то. Такое тоже бывает в практике. Без этого никуда. К сожалению, бывает разное. Но, тем не менее, едем дальше. Смотри, у нас машина едет до Владивостока. Это типа основная точка, да? Одна из логистик, да, самая основная, основной пункт таможни Владивосток, так как я дальневосточник, все мои партнеры дальневосточники. Изначально мы начинали возить японский рынок, он шел через Владивосток. Потом, соответственно, Корея пошла очень хорошо. Вся она ехала либо через Новосибирск, либо также потом направили через Владивосток, стало выгодно возить. И, соответственно, Китай тоже. Изначально ехал Китай, когда Киргизия была через Хоргос, также потом стали возить через... так как мы возим большее количество автомобилей пробежных, новые тоже заказываем, но не такими потоками, как пробежные автомобили. Соответственно, пробежные автомобили из льготной таможни 3-5 лет. Часто бывает по времени машину нужно быстро, ей осталось пару месяцев или через какое-то количество времени она растаможится. Мы везем через Уссурийск, там таможим, соответственно, потом везем во Владивосток и отправляем оттуда к клиенту. Если нужно, можем напрямую в Москву отправить. Тут каждая сделка индивидуальна. Да, я понял. Я тебя по-другому хотел спросить. Пожалуйста. Я хотел спросить, смотри, на Авито, если заходишь, хочешь найти машину в наличии в России, дофига вариантов есть в Владивостоке, крутых тачек, но это же 95%, скорее всего, также машина под заказ. Читайте описание. В описании объявления максимально написано о том, что за менеджер и чем он занимается. Перейдите на карточку продавца. В каждом площадке Автору, Авито или еще какая-то есть карточка продавца, где менеджер максимально расписывает досконально, что он занимается доставками. И это в основном автомобили под заказ. В основном люди просто ленятся, звонят, увидел хорошую машину ниже рынка, дай позвоню. И потом может возникнуть какие-то непонятки. А так, если почитать объявление нормально, то там все максимально. Я просто по своей истории расскажу. У меня знакомый тоже попросил автомобиль ему найти. Я там зашел, посмотрел именно его машину, посчитали, отправили. И он мне такой говорит, а смысл? Есть в Владивостоке такая же машина, кидает мне ссылку, говорит, можно взять здесь уже. И мы заходим, естественно, мы сразу читаем описание, понимаем, что ее нету. И потом мы заходим на сайт, где мы смотрим машины, просто находим те же самые фотографии, понимаем, что она там, причем она оказалась даже из непроходного города,
потом, ну, точнее, короче, из города, который лучше не заказывать. Можем потом об этом поговорить. Вот, я им прям вот это все скидываю. Но я это к тому, что, наверное, многие, ладно, не 95%, типа, многие, кто хочет посмотреть себе автомобиль, примерно таким же образом выбирают. Есть такое, да. Есть такое, что на российском рынке немного на данный момент неадекватное движение автомобильного бизнеса происходит. Очень огромное количество фейковых объявлений, очень огромное количество ИПшников и маленьких компаний, которые, грубо говоря, там сидит два менеджера, они там грузят, сами не понимая, как считать, не понимая, как возить, там брат сказал, привезет через того-то или еще что-то. И, соответственно, из-за этого возникают такие ситуации, что у людей нет правильного понимания стоимости автомобиля, что они начинают. Но, опять же, если вы обратитесь к опытному менеджеру, он вам даст полное разъяснение, как, например, ты дал разъяснение своему знакомому, показав ему автомобиль, который ты максимально быстро нашел, грубо говоря, объяснил, что, скорее всего, в этой провинции стоимость сильно занижена, так как есть такие дилеры в Китае, как я понимаю, если мы за китайскую логистику говорим. И, соответственно, дал разъяснение. И когда ты человеку по фактам даешь по одной сделке, по второй или по третьей сделке, грубо говоря, разъяснение или по стоимости автомобиля, то он потом уже не ищет среди фейковых объявлений информацию, а прислушивается к тебе, потому что он понимает, что ты профессионал, и ты лучше ему скажешь, сколько стоит, почему оно столько стоит, и как это лучше завести. Это, опять же, к вопросу о том, что лучше, самому или довериться профессионалу. Вот и все. А если вдруг машина едет, и ее повредили? Там, где камень отлетел, поцарапали, там еще что-то произошло, колесо отвалилось. Что будет происходить? Конечно. Такие ситуации случаются однозначно, когда ты возишь потоками хорошее количество автомобилей. Для этого и делаются страховки, осмотры, приемка передач, акты приема передач со старта и на каждом этапе. То есть, везде машины досматриваются, осматриваются, везде снимаются вот эти видео, чтобы можно было выявить, на каком этапе было нанесено повреждение и, соответственно, его устранить. Если это если это серьезное повреждение, то, соответственно, нету такой возможности, чтобы мы этого не заметили. Если какая-то очень мелочь, там маленькая царапка где-нибудь на бампере, да, там, грубо говоря, то, соответственно, конечно, мы тоже стараемся, если мы где-то грубо говоря, допустили упущение, то мы это все делаем, полируем машину, подготавливаем к выдаче клиенту и, соответственно, отдаем. Если это дорогой премиальный автомобиль, то, соответственно, изначально на старте покупки с клиентом оговаривается тот факт, что будут какие-то дополнительные расходы на дополнительные досмотры, на дополнительную транспортировку закрытыми фурами, либо же, если это новые автомобили, либо же это эвакуаторы отдельные, крытые. То есть, это уже не идет... Есть же несколько видов доставки. Есть автовозы, есть железная дорога, контейнеры, есть эвакуаторы, есть крытые эвакуаторы. И, соответственно, каждая сделка, к ней индивидуальный подход. И здесь, на старте, самое главное понять, что хочет клиент. Максимально сэкономить, либо же, чтобы максимально работа была выполнена качественно, то есть, соответственно, либо чтобы автомобиль был максимально защищен. Потому что можно и в Китае пленкой закатать машину, пожалуйста. Можно вести везде спецтранспортом, то есть, индивидуально это будет просто чуть-чуть дороже стоить. Но если мы говорим за автомобили стоимостью, например, 20-30 миллионов, то почему бы нет? Ведь устранение любого повреждения на такой машине обходится довольно дорого. Но, тем не менее, машины на всех этапах страхуются, и везде можно найти какие-то концы, и везде можно решить вопрос. А страховка действует, допустим, понятное дело, что в Китае там у них своя страховка, да? На этапе России своя страховка. Я понял. Смотрите, на каждом этапе автомобиль страхуется. И до вручения автомобиля клиенту мы несем ответственность за него. То есть, соответственно, если
какая-то проблема возникла в Китае, мы решаем вопросы с китайцами. Если какая-то проблема случилась в Корее, мы решаем вопросы с корейцами. Если какая-то проблема в Японии, соответственно, аналогично. Если проблема в России, то, соответственно, либо, если это наши перевозчики, то мы с ними решаем, каким образом закрыть этот вопрос с клиентом. Если закрыть вопрос не получается, то мы пытаемся договориться с клиентом в любом случае. Какими-то дополнительными либо бонусами, либо устранением ремонта, либо на крайний случай, что бывает крайне максимально редко, я не знаю, 0,5%, грубо говоря, из 100, это что вопрос решить невозможно. Тогда, естественно, с потерей компании автомобиль реализуется и либо покупается другой, либо же... то есть, в любом случае, любой вопрос решается. Все наши автомобили либо доезжают до клиентов, либо вопросы решаются. Так, это не на камеру уже, это я просто к чему? Потому что вот когда мы машины из этого со таможки забираем и везем их в Одинцово, вот в этом этапе кто за них ответственность? Мы кто? Вот. Конечно. Я имею в виду менеджер либо компания? Типа? И менеджеры, и компания там все решают, откуда вы. Почему я и не езжу? Я не знаю, зачем Андрюха ездит на тачках. Я эвакуаторами отправляю. Мне лично нафиг это не надо. Мне лучше потом эвакуаторчики. Я еще и эвакуаторами только знакомыми отправляю. То есть, у меня мои все сделки, я не рискую нигде. У меня бывали ситуации такие, когда у меня был момент, купил Volkswagen Terramont в Китае, привез его в Россию. Все, 3000 пробега взял, почти новый, он в броне по факту. Пока он ехал, там где-то мелкие царапки на бампере, пластик, там, где не покрыто пленкой. И приезжает он на стоянку, я разговариваю, хочу сделать клиентам как лучше, полирнуть. Разговариваю с ребятами, мне говорят, давай, мы сядем на машину, доедем до сервиса, там буквально, грубо говоря, какое-то количество километров, и сделаем все. Я сначала думаю, ладно, почему нет? А потом посидел, подумал, зачем мне это нужно? На машине больше пробега, какие-то нюансы. Не дай бог, что в дороге случится или что-то. Я оставил машину в том состоянии, в котором она есть, и с клиентами договорился, сделал им небольшую скидку на полировку. И, соответственно, у них пробег остался таким, какой был при покупке автомобиля. Они остались довольны, и все, получилось хорошо. Для любителей, кто привык к дилерским машинам, есть ли какие-то бонусы типа от компании, чтобы они чувствовали себя как старые добрые, какие-то доп. Услуги типа? Я вас понял. Конечно. Это я намекаю на страховки. Компания Регион Логистик периодически делает какие-то бонусы для клиентов. Мы было недавно делали в июле месяце, давали гарантию на автомобили. Там есть разные, то есть есть гарантия расширенная, которую клиент может у нас приобрести без проблем, и есть гарантия стандартная. Помимо этого мы можем также помочь доукомплектовать автомобиль. Иногда бывает, иногда для клиентов какие-то праздники или приятные моменты делаем подарки. Иногда, если по просьбе клиента нужно, например, сделать оклейку, у нас есть детейлинг-центр. Сейчас у меня приезжает машина, нужно будет сделать оклейку, тонировку, русификацию, соответственно, и поставить электрические замки, как они называются? Доводчики, точно, электрические доводчики. Соответственно, однозначно клиенту будет какая-то хорошая скидка, какой-то подарок, все мы это для него сделаем. Мы можем также оказывать помощь в услуге постановки на учет человеку, то есть подогнать машину, где нужно. Если он совсем не хочет ехать в ГАИ по доверенности, по законодательству, даже на учет, ее поставить, мойка, полировка, все, подготовка с бантом, под выдачу, все можем сделать. Если какие-то дополнительные услуги, тоже без проблем с клиентом обсуждается, он говорит, мы ему все можем сделать, что прям хочется без проблем. Так, давай чуть-чуть такой спойлер. Банд же у нас идет как не доп, а по сути, если ты забираешь машину у офиса, то банд уже идет автоматически? Или как? Банд – это приятный комплимент для клиента, чтобы первые эмоции от автомобиля прям наполняли, как говорится. Я к тому, что это важно, я думаю, если мужчина купил автомобиль девушке, соответственно, намного же приятнее его вручить как-то красиво. Да, чем мы можем многое. Обращайтесь, пишите в компанию Регион Логистик, и мы индивидуально для вас
Да, обращайтесь в компанию «Регион Логистик», и мы индивидуально для вас проработаем логистику, вручим автомобиль в лучшем виде. Если это подарок вашей супруге, мы сделаем максимально красиво, неожиданно, и она останется довольна. Регион Логистик – это праздник. Купите автомобиль, правда, скучный на самом деле, потому что все уверенно, спокойно, надежно. Вот многих этот вопрос интересует. По поводу установки машины на учет, там, допустим, какие документы должны быть, типа, и как это вообще делается? Весь пакет, я вас понял. Смотрите, компания «Регион Логистик» предоставляет весь пакет документов. Соответственно, он приходит с машиной. Таможенный приходной ордер. Помимо этого, сертификаты безопасности, машина уже в базе будет. То есть, это когда она проходит таможню, лабораторию, у вас появляется электронный ПТС сейчас по новому законодательству. И, соответственно, машина уже стоит на учете. Вам только остается в ГАИ поехать, получить номера. Она уже зарегистрирована на вас, поэтому можете вообще не переживать. При желании нужно, я могу съездить с любым из клиентов, кто находится в Москве или в области, лично в ГАИ и поприсутствовать при постановке на учет своих автомобилей. Потому что я в этом уверен. Человек, допустим, первый раз электрический автомобиль берет. Да. Он же, соответственно, думает о том, что там что-то отличается. Там есть какие-то нюансы? По поводу чего? Установки. На учет? Да. Да нет, вообще никакой разницы. Все то же самое. Электромобили точно так же на учет ставятся, как и обычные автомобили. Проблем в России вообще проблем никаких. У электромобилей чуть-чуть отличается таможня. Она зависит от киловатт. Там нюансы есть в этом. И все. А так, в остальном... все то же самое, что и обычно автомобиль ставишь на учет, ездишь с удовольствием, все без проблем. Поэтому поднимаем, как говорится, специально для вас, отвечаем на ваши вопросы. Да, электромобили таможится нормально. Поэтому задавайте свои вопросы в комментариях под этим видео, и мы в следующем видео на них ответим. Для жителей Москвы и Московской области вы всегда можете подъехать к нам в офис, сесть лично со мной или с любым из моих менеджеров, пообщаться лично. Мы уделим максимальное количество времени, расскажем полностью весь цикл, все, как происходит, подберем вам автомобиль, который нужно, и посчитаем, все расскажем, все подводные камни, все дадим, все расчеты, без проблем. Находимся мы на Очаковском шоссе 34, бизнес-центр Вестпарк. Пожалуйста, с 10 до 6 приезжайте в любое время. Если нужно индивидуальное время, звоните, согласовывайте, без проблем. Назови мне 3 red-флага при заключении договора с компанией. Первое – это однозначно спешка. Если вас постоянно куда-то стараются подтолкнуть быстрее. Вот только этот автомобиль, купи только сегодня, и ничего нельзя ждать. Нужно об этом задуматься. Если клиенту важно, менеджеру важно не оказать вам услугу, не купить автомобиль, доставить, а ваши деньги. Если вы слышите постоянно слово «переведи мне предоплату» или еще что-то, это должно быть для вас тоже. И сильное занижение стоимости. Если вы видите, что автомобиль стоит на огромное, грубо говоря, намного дешевле рынка, у вас должно быть адекватное объяснение этому от менеджера. Если это просто появился вариант, давай мне быстрее деньги, и мы его для тебя купим, это один из этих 3 случаев, когда лучше стоит остановиться и понаблюдать. Потому что иногда, порой стоит отказаться от сделки и, соответственно, сохранить свои деньги. Потому что ситуации бывают разные. Неизвестно. Может быть, компания несет убытки, потери на грани закрытия. Может быть, менеджер непорядочный. Может быть, это вообще не менеджер, а просто мошенник какой-то вам попался на пути просто, и все. Поэтому спешки нет никакой. При выборе компании спешки нет. Вот когда вы выбрали компанию, выбрали менеджера, и вы уверены в них, вот тогда можно и поторопиться, в принципе. Но при выборе компании спешки не должно быть никакой. Еще, я думаю, кто не разбирается, где какая машина продается, будет важно ответить, где выгоднее покупать автомобили: в Китае, в Корее, либо в Японии, и есть ли какие-то спецификации? Смотрите, все зависит от страны, в которой мы покупаем автомобили. Если мы говорим за Японию, однозначно это минивэны. Минивэны, семейные, они оттуда будут выгоднее всего. Праворуки особенно. Если европейцы, BMW, Mercedes, например, дизельные, то, соответственно, они выгоднее приезжают из Кореи.
хорошие комплектации, однозначно выгодная стоимость, хорошие машины будут. Если мы говорим за бензиновые маломоторные машины, те же Mercedes и BMW, то в Китае их купить стоит выгоднее, чем, например, в той же Корее. Но, тем не менее, иногда бывает, что попадаются варианты. Мы, когда начинаем работать с клиентом, мы, соответственно, понимая, что ему нужно, просматриваем, выбираем. Но дизеля однозначно Корея, и минивены, праворуки, недорогой сегмент – это однозначно Япония. Если мы говорим за Китай, это тоже японцы маломоторные, довольно выгодно оттуда, кто не хочет правый руль себе. И, соответственно, европейцы, тоже маломоторные, бензиновые, с Китая привезти выгодно. Честно скажу, до смешного, даже некоторые корейцы с Китая привезти стоит выгоднее, чем с Кореи, потому что бензиновые именно, потому что они не пользуются там спросом. И, соответственно, найти довольно сложно хороший вариант, но возможно, и можно привезти выгодно. Но это в редких случаях. Всякие там Ferrari, Lamborghini, крутые тачки, типа там Ferrari F40, это откуда надо везти? Премиальные автомобили вообще совершенно индивидуальная сделка. Здесь нужно смотреть, потому что в Японии можно найти премиальные автомобили, леворуки, хорошие, действительно, там, с минимальным пробегом завести их очень выгодно. Но, например, если брать Гелендваген и найти там максимальную комплектацию, довольно трудно. Если, например, некоторые бывают в Корее. Если есть сделка на премиальный автомобиль, то его ищут практически во всех странах. Это также может быть и Европа, и Эмираты, это может быть Грузия, это может быть даже Америка. И, соответственно, клиенту предлагают непосредственно уже по факту. Вот мы нашли машину там-то, такую-то, если особенно это редкий автомобиль. И, соответственно, исходя уже из желаний клиента, прорабатывают дальше логистику, стоимость, и либо делают ставки, покупают, либо договариваются с дилерами и покупают. Премиальные автомобили – это индивидуальное. Направление типа в основном Китай, Япония и Корея, либо есть возможность брать везде машины? Мы можем проработать логистику практически из любого направления. Америка, Европа, практически откуда угодно. Если нужно из Африки, то из Африки. Тут стоит вопрос выгоды, безопасности и, соответственно, где есть такие автомобили. Сейчас на данный момент лучше всего работает это Китай, Корея и Япония. Вот. Поэтому в основном покупаем машины там, большую часть. Но также без проблем. Если клиенту нужен американец, привезем из Америки машины. Вообще без проблем. Из Америки дольше Европы, ждать, да? Да, дольше ждать. Из Китая, из Кореи приходит быстрее, надежнее. И, соответственно, пока на данный момент, да, эти направления просто пользуются большим спросом. И из-за этого мы за них больше и говорим. По факту получается так. Что бы ты посоветовал человеку, который выбирает авто из-за границы, но сомневается? Хорошенько взвесить свои пожелания. Вот, во-первых, понять, что он хочет. Вообще, надо ли ему это на самом деле? Потому что, если есть возможность, есть деньги, сходите, купите в салоне. Правда, вы переплатите 30%, наверное, а то и больше от стоимости автомобиля. Но, тем не менее, будете спокойно спать. Если же вы все-таки хотите выгодно и качественно привезти автомобиль, то выберите хорошего менеджера, выберите хорошую машину и не сомневайтесь. И самый главный вопрос. Где вас найти и как с вами сотрудничать? Меня зовут Петр Ярис. Я руководитель компании «Регион Логистик». Мой офис находится в бизнес-центре Вестпарк на Очаковском шоссе 34, город Москва. Приезжайте в любое удобное для вас время. Если в рабочее с 10 до 6, то либо я, либо мои менеджеры и помощники находятся в офисе, окажут вам любую информацию и также помощь в подборе и выборе. Либо, если в какое-то индивидуальное время, звоните, согласовывайте с нами и, соответственно, без проблем. Даже лично со мной можно спокойно встретиться в любое время, согласовать. Я буду на работе. Лично проведу консультацию. Подскажу, помогу, если нужно решить какой-то логистический вопрос. Привезу хорошую машину. Ребят, надеюсь, вам понравился данный подкаст. Если у вас остались вопросы, на которые мы не ответили, задавайте их в комментарии. И в следующем подкасте мы обязательно на них ответим. С вами был Петр и Дмитрий. Регион Логистик. Всем удачи. Всем удачи. Да, в целом нормально.